Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Фиалкин уголок. Сегодня я покажу, как пересадить фиалку, не нарушая земляной ком. Видео будет полезно скорее тем, кто только начинает выращивать фиалочки. Пересаживать фиалку мы будем максимально быстро, максимально просто, методом перевалки. Что такое перевалка? Когда мы переваливаем фиалку, мы не нарушаем корни. Это делается, когда хорошо нарощенная корневая, вот показываю поближе, оплела корешками весь объем, весь стаканчик, вот в котором она растет. И нам нужно просто увеличить объем, но не нарушая корни. Корни здоровые, крепкие, хорошие, поэтому нарушать мы их не будем. В новом горшке и свежем грунте фиалка дальше будет оплетать корнями земляной ком. То есть у нее будет и место наращивать новые корни, и питание с нового грунта. Все это положительно скажется на росте и на цветении фиалки. Вот эта вот фиалочка, к примеру, ее уже давно нужно было пересадить. Грунт у нее истощился практически. Земляной ком полностью весь оплетен. И вот один из признаков, что она уже нуждается в пересадке, вот как можно заметить по листве. Поэтому сегодня этим и займемся. Значит, что нам нужно для перевалки? Нам нужен, конечно же, новый горшок. У меня это такая вот кофейная чашка одноразовая. Очень удобно в них выращивать. Обычно вот после 100-граммового стаканчика, когда фиалочка уже становится стартером или уже даже взрослая фиалка, понятное дело, то вот в таком объеме я выращиваю фиалки, не больше. То есть до состояния стартера фиалка растет в 100-граммовом стаканчике, и первый раз она может в нем зацвести, а потом уже я ее пересаживаю вот в такой объем. Большой горшок, там 9-ку, 10-ку я никогда не использую. 8-ка в диаметре это максимум. Значит, нам понадобится горшочек и, соответственно, субстрат. У меня это торф Классман с добавлением перлита. Вот я уже подготовила стаканчик этот, чтобы не занимать время. Насыпала сюда грунт. И смотрите, здесь несколько вариантов. Я обычно сразу просто достаю фиалочку. Вот так мы ее обминаем. Она, в принципе, легко достается. Вставляю в горшочек большего объема и сразу начинаю уже обсыпать грунтом. Но можно использовать другой вариант. Вот как раз начинающим фиалководам может вначале будет такой вариант больше подходить. Насыпали мы грунт. Сейчас я фиалочку в сторону поставлю. Насыпали грунт чуть-чуть на дно. Вставили, к примеру, стаканчик. И начинаем со всех сторон аккуратненько обсыпать субстратом. То есть, чтобы у нас получилась такая вот луночка, такое вот углубление. Получается у нас точно такое отверстие, как и стаканчик, в котором росла фиалка, то есть как и земляной ком. И нам останется только вставить фиалочку в горшочек. Сажать я ее буду на фитиль, эту фиалочку. Так, давайте теперь разберемся с самой розеткой. Пенопласт здесь у меня находится, нужно его убрать.
Пенопласт я кладу иногда, но не в качестве дренажа, а чтобы не такой расход торфа был. Особенно вот для листиков, когда укореняю, например, или маленькая детка, ей объем большой не нужен. И чтобы заполнить вот это пространство, я могу добавить пенопласт на дно. И уже такой расход торфа не будет. Но когда маленькая, я же говорю, детка, ей и не нужен большой объем. Получается, это пространство заполняется в стаканчике пенопластом. Вот эта фиалочка тоже была посажена совсем малюсенькой деткой в этот стаканчик. И вот такой вот она уже выросла. Такая вот розетка. Так, убрала я пенопласт. Немножко сверху я тоже уберу ненужный этот торф. Сверху тоже нужно убирать. На нем могут быть какие-то солевые отложения, к примеру. Поэтому немножко мы очищаем и сверху, и снизу. Вот такая вот у нас корневая, хорошая, такие вот здоровые корни, крепкие. И теперь нам остается убрать также вот нижний ряд листвы. Он нам не нужен. Сразу формируем розеточку. Так, пожалуй, вот так вот я оставлю. Такая у нас получилась розетка. Так, теперь берем наш стаканчик и просто вот в это отверстие подготовленное вставляем нашу фиалочку. Смотрите, что у нас получилось. Все идеально село, лучше и не придумаешь. И просто теперь сверху мы начинаем засыпать. Такая у меня ложечка небольшая, мне удобно ей пользоваться. И начинаем со всех сторон досыпать субстрат. Теперь фиалочка будет дальше расти, дальше заполнять корешками весь этот объем, наращивать новую листву и, соответственно, в скором времени зацветет. Расправить свои корешки. Адаптируется в новом объеме. Вот что у нас получилось. Все очень легко и быстро. Так, у меня эта фиалочка будет на фитиле расти, как я уже сказала, поэтому я ее сверху не поливаю. Вы можете полить, если она не можете, а обязательно ее нужно полить, если она у вас на верхнем поливе будет расти. Я ее сейчас поставлю в стакан. Такой у меня стаканчик. Нальем воды. И сразу ставим на фитиль. Я ее сверху не проливаю.
Фитиль у меня тоже был вот сухой, я сразу погружаю его в воду. Фитиль у меня из капрона, отлично тянет воду. Буквально через минут 15 фиалочка уже будет полноценно увлажнена. Все. Вот таким образом она будет дальше у меня расти, развиваться, нарастит еще листовую массу и, надеюсь, в скором времени зацветет. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на них отвечу. И до новых встреч! Всем пока!